Сегодня я хочу превратить уголок на террасе в место для вдохновения, используя винтажный столик, который я приобрела совсем недавно, и немного текстиля. Кстати, текстиль я тоже приобрела из вторых рук, и это вещи, можно сказать, уникальные. Это ручное вязание, и я удивилась, что я приобрела их буквально за копейки. Всем, друзья, большой привет! Я сегодня задумала переделку. Мне надоело такой неуютный вид на мою террасу, и я хочу сделать что-то более уютное, симпатичное. Вот, посмотрим, как у меня это получится. Ну, во-первых, я постараюсь убрать то, что мне не нравится, какие-то предметы, которые висят на стенах, какие-то железяки. Хочется, чтобы это было более эстетично. Потом я использую, конечно, текстиль. У меня сохранились занавески, которые висели на веранде, но лишь я их хочу повесить снаружи. Посмотрим, что из этого выйдет. Многие украшают сейчас веранды как продолжение комнат. Вот, как хочется выйти, что ли, на свежий воздух. Мы часто останавливаемся здесь, пьем чай, даже иногда завтракаем. Но в последнее время из-за того, что много накопилось каких-то предметов ненужных на веранде, например, этот ящик для газа, который пока мы не можем установить из-за того, что нам нужно разрешение на проведение в нашей комнате вот это вот место, там, где будет у нас располагаться газовая плита. Поэтому я его хочу переместить, я хочу поменять местами столики. К тому же я показывала в прошлом видео, я приобрела новый винтажный столик, я хочу его поставить на веранде, у меня есть плетеное кресло, вы его уже видели в моих видео. Ну, в общем, будем смотреть, и что из этого получится, вы будете участвовать в этом процессе преображения. Мне нужно убрать все ненужное с веранды, освободить ее максимально. Потом мне нужно будет подмести хорошенько пол. И потом уже, конечно, я приступлю к перемещению, это самая сложная часть, перемещению цинкового ящика под баллоны. Он не такой уж тяжелый, но у меня не хватает силы в руках и роста, чтобы его поднять и переставить. Мне придется его, видимо, тащить по коврикам. Я убираю мешок с корой, который буду раскладывать под кусты и деревья. И мне нужно будет освободить максимально место для перетаскивания баллона, вернее ящика для баллона. Друзья, досмотрите, пожалуйста, это видео до конца, потому что в самом конце будет самое интересное, будет итог моей перестановки и преображения. Там будет несколько картинок, и вы увидите, каким станет этот уголок на моей террасе. Я купила уже себе другую, ну ладно, будет еще одна. Салат, и Арина прятала под стол, когда был сильный дождь. И сейчас я как раз пойду подкармливать лук. Оставлю его в сторонке. Кстати, очень хорошо делать уборку, потому что у меня все время грядки, это погоня, грядки, полив, посадка. А вот когда такая генеральная уборка территории, вот на это иногда не хватает времени.
Я хочу переставить этот стол. Даник, ты мне здесь мешаешь. Данюшек. Данечек. Данечек. Пересядь, пожалуйста, в другое местечко. Даник. Давай. А здесь посидишь? Киса. Что я нашла? Старые наушники. Привезли на дачу. Ну, не знаю. Мы, конечно, сделаем сарай, но захламлять все это тоже не совсем правильно. Нашла теннисный мячик. Так, и что я здесь еще найду? Мы собираем такие баночки для тира. И я их складываю тоже отдельно. Это у нас все подпорки. Не знаю, нужны ли столько подпорок. У меня есть одна подпорка. Вот такая вот. Чтобы дверь не открывалась. Ну что здесь? Я оставляла вот такие досточки. Не знаю, пригодятся ли они. Это с того участка. Ну вот что-нибудь, не знаю, оббивать. Нужны ли они? Они уже прогнулись. Так, это все инструмент. Так, все. Теперь приступаем, можно сказать, непосредственно к уборке этого места. Деревянная подставочка для стола была, потому что стол шатается. Это все нужно. Зажимы. Это все нужно. Так, ну вот этот ящик, он не тяжелый, я его сама перетащу. Рамы для картин. Мне очень нравятся, это дубовые рамы, старенькие, и они очень такие фактурные. И смотрите, даже можно ее и не красить, она уже сама вот такой имеется старинный вид. Единственное, можно покрыть лаком. Так, эти рамы я убираю, наверное, на веранду. Умывальник детский. Он откуда-то упал. Очень жалко, потому что он даже водичку подавал. Ну, может, сын приедет, как-то его отремонтирует, пока он здесь у меня стоит. Интересный предмет. Это
для масла. Мы его нашли в том доме, который мы купили. Я его думала приспособить, как-то открыть, но сложно его открыть, как-то покрасить, но занесу его обратно в тот сарайчик. Одно дело сделано. Так. Конечно, когда уберется этот ящик, я сюда буду ставить велосипед. Вот. И мы планируем... Я уже сколько раз говорила себе, что не нужно заранее говорить о том, что в планах, иначе оно может не реализоваться. Но, конечно, мы уже пришли к такому выводу, что дальше тянуть нельзя, нужно делать сарай и там все хранить, и бетономешалку, и золу в бачке большом, но пока вот здесь остается. Вот здесь. Так, это остается. Ладно. Кстати, смотрите, какие ножницы. Жалко, что только одна часть была в земле. Вот. Иначе можно было, конечно, их как-то очистить антикоррозийным каким-то составом, сделать болтик и вот такая раритетная штучка.
Они же такие прочные, эти ножнички. Так, ну что, осталось мне здесь все только подмести. И я буду показывать вам уже потом результат. Даник целый день ходит за мной.